КНДР готовы обстрелять Сеул, РФ может прорвать фронт и серые схемы Лукашенко. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Диверсионная опасность в Европе. Воинские части срочно усиливают меры безопасности. Фактически создается впечатление о единой силе, несмотря на разность нахождения в спектре. Как Starlink помог россиянам захватить Угледар. Казни украинских солдат. Для чего Россия ведет такую целенаправленную политику? Это фактически сигнал про дегуманизацию врага. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это на самом деле очень важно. Ну а мы пока начнем. Российская Федерация может прорвать фронт, если на помощь придут северокорейские солдаты. Так считает директор волонтерского фонда «Вернись живым» и ветеран антитеррористической операции в Украине Тарас Чмут. Об этом он написал на своей странице в соцсети X. Россия усиливает военное сотрудничество с Северной Кореей, что может привести к серьезным последствиям в войне против Украины. Он отметил, что КНДР может предоставить России значительный мобилизационный ресурс. КНДР может стать серьезным игроком в нашей войне. Кроме того, приблизительно 70% внешних поставок боеприпасов. Здесь еще может быть большой мобилизационный ресурс. Одномоментное усиление какого-то участка фронта. Приблизительно 10 тысяч подготовленных военнослужащих на фоне тотального кризиса в ВСУ может привести к прорыву фронта с выходом на оперативное пространство. Как это бывает, мы прекрасно видели в Харьковской области в 2022. По той информации, которая доступна, и та, которую мы уже озвучивали в выпусках «Ну и новости», несколько тысяч северокорейских военных уже проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт. Тарас Чмут считает, что КНДР может стать серьезным игроком в войне, обеспечив РФ дополнительной силой. Эту позицию поддерживает и другой украинский военный Максим Жорин, который также отметил возможное участие северокорейских военных в боевых действиях на стороне России. К тому же помощь дополнительная приходит оккупантам, откуда они ждали. The Washington Post пишет, что нелегальные терминалы Starlink помогли РФ продвинуться на фронте, в том числе и захватить Угледар. Украинские военные сообщили журналистам, что использование российской армии терминалов Starlink было важной причиной захвата города, наряду с нехваткой живой силы и вооружения. Российские военные предположительно казнили 9 украинских солдат, которые пытались сдаться в плен. Произошло это в Курской области, недалеко от поселка Зеленый Шлях. Об этом пишет аналитическая группа Deep State, опираясь на информацию от 1-й отдельной танковой бригады. Произошло все 10 октября. По данным аналитиков, украинские военные, ошибочно полагая, что находятся в тылу, натолкнулись на российские войска и были вынуждены вступить в бой. Из-за нехватки боеприпасов они сдались, однако впоследствии были расстреляны. Генеральная прокуратура Украины уже отреагировала на эту информацию, начала расследование. Ну а мы спросили у эксперта о причинах и целях такого поведения российских войск. Ведь, скорее всего, один из мотивов – это дезорганизация и запугивание. То есть все происходит намеренно и, скорее всего, по приказу. Логика крайне проста. Для внутреннего потребителя это фактически сигнал про дегуманизацию врага. То есть вместо того, чтобы видеть там, в прицеле там, либо на мушке другого человека, у которого есть семья, дети, мать, отец, ну и так далее, они фактически представляют их как просто скот. Вот на ферме скот перерабатывают потом, ну и соответственно это элемент для того, чтобы снимать ограничители внутри головы российского агрессора. Это еще в основном делается перед активными фазами наступлений. Что касается
внешней аудитории и там влияние там на силы обороны Украины и так далее. Это действительно элемент запугивания. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубенец уже направил сообщение в ООН, и Международный комитет Красного Креста отмечает, что такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции как минимум. В Бельгии усилили меры безопасности на военных объектах. В нескольких военных казармах были предприняты дополнительные меры из-за конкретных угроз саботажа или шпионажа. Уровень готовности повысили с альфа до браво, что предполагает дополнительную охрану. Министерство обороны подтвердило факт угроз, но не раскрывает подробности. Эти события могут быть связаны с недавними кибератаками пророссийских хакеров на бельгийские сайты. Причиной атак считается решение Бельгии закупить артиллерийские установки «Цезарь» для Украины. Также ранее в этом году Бельгия выслала десятки российских дипломатов, которых подозревали в шпионаже. Если вспомнить еще недавние диверсии на немецких военных объектах и аэродроме, то угроза, похоже, перестает быть гибридной. Поговорили об этом с экспертом, который следит за подобными процессами в Европе и мире, Игорем Чаленко. С одной стороны, запугать европейских и обывателей, и представителей власти, но и с другой стороны усилить позиции оппозиции в ряде стран, те голоса, которые твердят о необходимости изменения политики касательно Российской Федерации, то есть снятие санкций, другой подход в дипломатии. Мы слышим эти голоса постоянно сейчас усиливаются со стороны праворадикалов, леворадикалов, которые как-то удивительно синхронно делают свои заявления. И даже на определенных дебатах даже фактически создается впечатление о единой силе, несмотря на разность нахождения в спектре. Но тем не менее, понятно, что сейчас Российская Федерация, несмотря на уменьшение количества своих агентов на территории стран ЕС, сейчас используются более жесткие подходы для того, чтобы показать свое влияние. Трамп не пригоден к исполнению обязанностей президента США, так считает его оппонент по президентской гонке Камала Харрис. Вице-президент США обвинила своего соперника, 45-го президента США, в сокрытии информации о состоянии его здоровья. Как сообщает CNN, Харрис отметила, что Трамп не предоставил свои медицинские данные, тогда как она публично представила письмо от своего врача с результатами медицинского обследования. Он и его команда не хотят, чтобы американский народ действительно видел, что он делает и подходит ли он для выполнения обязанностей президента Соединенных Штатов. Но на всех других уровнях, когда речь идет о том, чего мы должны ожидать от президента Соединенных Штатов, о способности проявлять здравый смысл как главнокомандующего и лидера этой страны, мы знаем, что у него нет способности выполнять эту работу. Он непригоден для этой должности. Северная Корея заявила, что южнокорейские беспилотники якобы трижды в месяц нарушают воздушное пространство Пхеньяна. На это сестра лидера КНДР Ким Йо Чон пригрозила Южной Корее ужасающей катастрофой. Пхеньян привел артиллерийские подразделения в районе демилитаризованной зоны в полную боевую готовность, сообщает корейские медиа. Этот шаг связан с усиливающейся напряженностью в отношениях с Южной Кореей. Министерство обороны, которое отреагировало на заявление, назвав его лицемерным и отметив, что Северная Корея сама регулярно совершает провокации. Мы четко предупреждаем, что если Северная Корея нанесет ущерб безопасности нашего народа, этот день будет концом северокорейского режима. В тот же день КНДР сообщила, что в ответ снова запустила через границу воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи. Белорусские расследователи из Белпол установили очередную многомиллионную теневую схему, действующую на территории непризнанной Абхазии, которой, как утверждается, лично управляет Александр Лукашенко. Эти доходы полностью обходят белорусский бюджет и при нынешней власти не попадают в казну республики.
Дело в том, что в Абхазии применяется 20% ставка налога на прибыль иностранных организаций, а белорусская фирма именно таковой и является на территории Абхазии. Поэтому, чтобы избежать уплаты данного налога, хитрые лукашисты придумали схему с использованием якобы абхазской фирмы, которая по факту ни разу не абхазская. Стоит признать, что когда дело доходит до личных интересов лукашистов, деньги считать они умеют. Как говорится, своя рубашка ближе к телу. Поэтому и забросали письмами министерства и ведомства Абхазии, лоббируя интересы вот этой вот частной фирмы. Стул под ведущий Первого канала не выдержал пропагандистской нагрузки и ушел в подполье. Точнее, постарался уйти, ведь просто так еще никто не уходил. В Москве завершается международный фестиваль архивных фильмов. Уникальная коллекция, связь эпох, исторических событий. Pressure on him. All right, let's get the mixed doubles underway. Thank you. I hope he's not gonna watch. No, you do everything. Why? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Не забывайте про кнопку «Супер спасибо», так вы можете нас поддержать, да и в принципе ни о чем не забывайте. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.